Привет, любители профессионалы! Ну что, ребятки, вам наконец-то надоело работать на дядю, каждое утро вставать по часам и тянуть свои кишки на работу, где каждый второй считает вас своим подчиненным. Вы решили зарабатывать своими руками, а чего, свободный график, хочу работаю, хочу нет, к тому же, что сделал, то и получил. Хоу, ну тогда этот ролик просто для тебя, потому что сегодня я на примере отличного проекта, без всяких завитков, покажу, что можно выполнить 80, а то и 90% от общего объема работ, а получить гораздо меньше, чем человек, которого ты берешь просто на установку в качестве помощника. Да-да, ребята, бывают и такие случаи. Поэтому, ребята, внимательно смотрим ролик, считаем со мной, ну и, конечно, пишем комментарии, что вы думаете по поводу вот такой ценовой политики. Возможно, кому-то из вас это покажется много, мало, а кто-то вообще такой профессионал, что за такие деньги даже не приближается к сварочному аппарату. Обязательно пишите об этом, и мы, люди, которые работают своими руками, обсудим это в комментариях. Итак, как обычно, начинаем с подготовки материала. Хотя за кадром у нас уже остались выезд на замер, расчет, калькуляция, а также поездка на металлобазу. Вообще на все эти дела у меня ушло около 10 часов. А общее время, за которое я должен был полностью выполнить заказ, по моим расчетам, должно было составлять 7 рабочих дней, по 8 часов каждый. Ну, понятное дело, из этого исходился и рассчитывался, соответственно, один рабочий день, либо один рабочий час. Итак, следующий день и следующий этап. Здесь у нас резка труб, гибка арок, сборка и сварка ферм и других конструкций. На все эти манипуляции я потратил еще один рабочий 8-часовой день. Заострять на это внимание не буду, скажу лишь только, что сборка ферм, в которых верхний и нижний пояс не запараллелены, гораздо труднее и занимает больше времени, так как каждый раскос надо запиливать строго под своим углом. Что, соответственно, сами понимаете, требует гораздо больше времени, чем напил одинаковых однообразных заготовок. Кстати, грунт и сварка заняли еще один рабочий день, поэтому спустя 24 рабочих часа мы с напарником уже на объекте. Вообще все дела, которые я могу сделать самостоятельно, я делаю в одно лицо. В принципе, сборка этого каркаса также могла стать не исключением. Я мог бы справиться здесь один. Просто хотелось сделать все быстрее, меньше устать и переключиться на другие проекты. Поэтому я принял решение, что на день установки возьму в напарнике бывалого сварщика. Ну а что касается оплаты его работы, то был договор, что я заплачу ему за сборку. Помощь в сборке этого каркаса ровно $100. На тот момент не помню, на сегодняшний это 9 или 10 тысяч российскими рублями, а вот в белорусских это на тот момент было 360, сейчас бы это было 340 рублей. Так, ребята, сейчас немного отступим и обсудим саму установку, потому что заказчик предложил не бетонировать столбы в землю, а закрепить их на железобетонном столбе, который давно у него лежал, уже запараллеленный со стенкой дома. Закрепили мы это все дело с помощью уже нарезанных мной уголков, каждый из которых посадили на 2 анкера, а сверху приварили так профильную трубу 80 на 80 со стенкой 3 мм. Думал я сначала, что будет это немного жидкая конструкция, но по факту оказалось, что ничем не уступает забетонированным столбам. Что касается привязки к дому, то тут было немного посложнее, тоже пришлось поставить 4 опоры и уже на них накинуть рамку. Ну а так как при первом моем замере столб не лежал на этом месте, а заказчик должен был его сюда подвинуть, поэтому пришлось пойти на небольшую хитрость, то есть ферму я варил с запасом. Теперь мы его померили и сейчас по 6 сантиметров, по-моему, 60 миллиметров будем отрезать с каждой фермы. Также нам будет необходимо поймать уровень. В общем, как видим, пару ферм мы уже накинули. Ну, сейчас остальное дорезаем. И все, что останется, это попросту прихватить их, вернее, приварить. Еще момент, ребята, поскольку дом утеплялся, около 10 сантиметров утеплителя, то у нас возникли проблемы небольшие с установкой вот этого ригеля, а также опорных столбов. Вернее, крепление их к стене. Ну, во-первых, как обычно, никакого уровня, то есть стена гуляет. И, как сказал мой помощник, что в Москве бы такую работу не приняли точно. Вот. Поэтому надо было делать небольшие проставки. Проставки эти утапливали мы в утеплитель, чтобы они коснулись основания, а потом уже стягивали болтами. Хорошо, что нижний болт, который вот идет, вот сейчас вы видите, вот этот болт насквозь проходил сквозь стену и попадал в гараж, поэтому смогли закрепить его довольно-таки хорошо.
Верхние болты попросту садили на анкера, поэтому держались они как бы не так. Вообще установка верхнего ригеля — это самая трудная задача, потому что он цельный был, а не сварной. Вот для этого и нужен помощник. Так в одно лицо, конечно, можно было установить по частям. Ладно, дальше мы все накидывали фермы и приварили обвязку. Верхнюю обвязку, а также одна из стенок будет зашиваться у нас. Соответственно, и по ходу еще и зашили, вернее не зашили, а установили направляйки на боковую стенку. Работали вроде быстро, в 2 сварочных аппарата, но все равно по времени вся эта установка заняла у нас ровно 12 часов от момента выезда до момента прибытия домой. Минус час из этого времени у нас уходит на дорогу и там небольшой обед, перекуры. Итого общее рабочее время, которое потратил мой помощник для зарабатывания вот этих 10 тысяч российскими рублями, составило ровно 10 часов. То есть, в принципе, по $10 в час. Однако, спустя пару дней, когда надо было устанавливать поликарбонат, он отказался ехать со мной, сославшись на потянутую спину. Возможно, это и правда, а возможно, просто ему показалось почему-то, что $10 за сварочные работы в час – это довольно мало. Хотя я вот считаю, что это вполне приличные деньги. Да, я вообще бросил бы все и готов был работать на дядю. Да, просто зарабатывая 9 тысяч российскими рублями в час. Никакой ответственности за полученный результат, никаких вложений в инструмент. Просто получаешь свои деньги и радуешься. В принципе, Москва, Подмосковье, большие города, наверное, это не заработок. Но, ребята, в регионе, где средняя зарплата в 5 или 6 раз отличается от московской, я думаю, что это вполне неплохие деньги. Поэтому заканчивать проект я взял еще одного помощника, тоже к нему никаких нареканий, работает хорошо. Не надо подталкивать спину. Так, затратили мы на установку поликарбоната, зашивку крыши и обшивку торцевой стены, вернее не торцевой, а боковой стены. Затратили мы, по-моему, около 5 часов. Кстати, вот поликарбонат, который я использую для своих проектов в навесах, это Скарп белорусского производства, Скарп Pro. Отличное качество. Посмотрите, вот его плотность, там вес за 1 квадратный метр. Здесь все написано. Очень хорошего качества, очень плотный, добротный поликарбонат. Цвет у нас на данном объекте цвет бронза. Как обычно, поликарбонат крепим специальной шайбой, обязательно в цвет, а также обязательно с уплотнением. На весь проект ушло 4 листа. Кстати, мы рассчитывали проект навеса так, чтобы поликарбонат, который остается кусок от 6-метрового, который пошел на крышу, как раз у нас закрывал торец. Здесь еще нам на руку сыграл столб, то есть мы смогли сделать крышу немного шире за счет высоты столба. Да, еще не забыл показать момент, ребята. Чтобы исключить опрокидывание столба при наезде на него тяжелой техники, а такая имеется у заказчика, мы вбили просто метровый уголок в землю и прихватили его к нашей конструкции. Также подрезали угол, чтобы не пробить колесо или что-то еще. Поэтому теперь этот столб стоит уже точно намертво, не переживайте, никуда он не денется, не сдвинется и не просядет. Итак, ребята, самое время подводить итоги. Вот такой отличный навес у меня сегодня получился. Длина навеса составляет 8,40, ширина в рабочей части 3,80. Навес накрыт поликарбонатом цвета бронза, толщиной 8 мм, отличного качества. Боковая стенка, как видите, зашита, поэтому сюда спокойно поместятся 2 небольших автомобиля, которые не будут задувать зимой. Так, теперь что касается финансовой стороны вопроса. И честно признаюсь, что именно на этом проекте, если переводить в почасовую оплату, то я заработал гораздо меньше, чем те люди, которых я брал на установку и монтаж поликарбоната. Поэтому иногда, парни, попросту хочется поменяться местами с наемными работниками, чтобы снять с себя ответственность, уйти от вложений в инструмент и других трудностей. Как говорится, хорошо всегда там, где нас нет. Поэтому, если вам понравился проект, то ставим лайки, не понравился — дизлайки. Также обязательно напишите, на каком месте находитесь вы, наемный работник, либо работаете сами на себя. И, конечно, если считаете нужным, то обязательно укажите, сколько же вы зарабатываете в час. Ну а поскольку я, ребята, до сих пор работаю руками и немного головой, то я думаю, пора заканчивать. Поэтому дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Не хворайте, прорвемся.